Да, я помню этот день, я помню реально этот день. Голубое-голубое звонкое небо, кто жил в Сибири, тот знает. Белый-белый яркий снег, тайга, лютый холод. Идя на объект, я работал сторожем, встретил начальника и спецкоменданта. Они шли на работу в 11 часов, и я шел на работу в 11 часов, хотя это не по правилам. И вот это как-то, вот я, да, боже мой, прошло 50 лет, и этот день где-то там так и светится синевое небо и белизной снега, и некоторым стыдом, что этой встречи никак не могло и не должно было быть, потому что все не по правилам и не по предписанному. Жаль, что слова не отображают полную картину виденного тогда. Начальник сказал, чтобы я вечером зашел к нему. И когда он это сказал, я вздрогнул, потому что мне было крайне неприятно. Меня поймали с поличным. Я украл немного свободы, несколько часов пребывания вне жестокости времени. И теперь меня могут оскорбить, меня могут уничтожить, раздавить, мне могут просто плюнуть в лицо. И одна чудовищность словно бы наслаивалась на другую. Знаете, вот бывают фантазии, когда зло хочется убить, воткнуть нож в его грудь, в грудь зла, или выстрелить из какого-то орудия, чтобы это зло исчезло. Одним словом, когда нет сил с ним справиться, фантазия становится детски беспомощной и ужасно несчастной от того, что она беспомощна и не может нисколько поправить жизнь. Потому что жизнь нарисовала тебе картинку, абсолютно невозможного варианта, когда ты уже не живешь. Итак, начальник, я не скажу, что он поманил меня пальцем и сказал: дорогой друг, ну-ка придешь ко мне. Итак, чтобы я вечером зашел к нему. Из лесу я заметил, идущих мне навстречу со стороны станции, двух людей. Я хотел спрятаться, но подумал, что это смешно, и пошел на них. Когда я уже точно знал, кто идет мне навстречу, я взмолился. Но так же это не милосердно, как суд. Но я пройду, и у меня даже не будут дрожать ноги. И прошел вечером мне к начальнику. Неужто на дороге нельзя было сообщить судьбу фарисея? Ярость умножает силы, помогает победить опасность. Страх сохранит жизнь, обращая в бегство. Человек жил и всегда боялся, чурался людей, тосковал, грустил, находил жизнь не своим предметом. Смерть открыла ему свет. Я не знаю, как смерть может открыть свет, но когда слова упираются в безысходность, с ними может произойти все, что угодно. Так же точно и со светом. Свет, который он увидел, умирая, был тем светом, о котором он всегда мечтал. Ну что такое мечтать, умирая о свете, которого в самой жизни не хватает? Вот это называется мучением Иосифа К., который однажды получил повестку в суд согласно роману Франца Кафки. Он понял, жизнь нуждалась в нем, как он всю жизнь нуждался в ней. Смерти и так далее, и так далее. Я бы с удовольствием читал этот текст, потому что он словно бы писан по сюжету некоторой невозможности. Давайте представим, что у вас есть перо и ручка, которая пишет по волнам моря или по его поверхности. И какое-то время все эти слова остаются на этой плавной глади, перебирающей медленно-медленно волны сюжета, и никуда эти слова не уходят, остаются на этой глади. Это одна метафора. Или вообразим, что вы, это гораздо более простая, пишете на песке, и волны не доходят до этого песка, а слова все красивее,
все тоньше, и вы такой несколько могущественный, что можете писать на песке, как будто бы сновидение, которое рождает роман. И если вы пишете слова на песке, их волны не уничтожают, получается страница, следующая. И таким образом мы получаем роман «В поисках утраченного времени», когда волны моря бессильно смыть содержание песка. Но в данном случае эта история совершенно про другое. Как жаль, что у нас нет времени, прочесть все это в том виде, в каком написано. Просто вырываю из контекста. Меньшая любовь всегда меняется на большую. Клятва. Если мне встретится человек, любящий меня больше, чем ты, я уйду. Она вспомнила плохое, касающееся его. Ах, тебе плохо, пусть будет еще хуже. И он начинает давать показания, которые, как ей казалось, должны были избавить их от недоразумений. Она лежит и плачет. Да черт побери, ну черт побери, сколько... Сколько раз я помню, что она лежит и плачет. Ну ведь ты сама хотела объяснений. Да. Да. Иней, лес белый, красивый день, все спокойно. Осталось 172 дня. Вот. Уже 172, было 205, по-моему. Ну, когда было еще больше, но когда завелся календарь всего лишь. Да. Да, когда любимая девчонка лежит и плачет, ты не можешь ничего с этим поделать, ты не можешь предоставить ей нисколько ни ее свободу, ни свою собственность, ну и так далее. Господи, как это все одинаково. Вспомни, о чем ты мечтал, не ищи друзей, я подарю тебе штурвал старого пиратского корабля. Вот тоже удивительно, что какой-то штурвал старого пиратского корабля вдруг может вынести тебя на водах детских сказок, когда ветер треплет пиратские кудри, когда черный пиратский флаг символизирует свободу, когда ты отчаянный, когда ты ловкий, лихой, бороздишь какие-то океаны. Боже мой, что за ерунда, когда жизнь совсем про другое. И ночью, выходя при полной луне из избы в тайгу, ты можешь взять газету и читать. Такая она светлая от блестящего снега и лютого свирепого мороза. И только ты не понимаешь, почему эта завораживающая красота звездного, чистого, едва ли не голубого, почему-то ночного неба, этого ослепительного снега, чужеродно человеческой жизнедеятельности человека, который по опыту еще не в состоянии преодолеть некие житейские преграды, чтобы ирония могла быть защищена собственным остроумием. Нет, все воспринимается жестоко и окончательно для того, чтобы освоить пределы слов. Ты накапливаешь ярость, ненависть и зло для того, чтобы впоследствии создать роман, который навсегда перевернет человеческую злобную мораль. Не должно быть того, когда... Давайте сделаем такую ремарку. Когда сегодня многие дети, вырастающие в подростков, сталкиваются с несправедливостью и не могут решить для себя, почему она такая мучительная, почему из этой ловушки так сложно выбраться и нет ответа, никакое образование, никакая школа не дает нам знания того, как сделать шаг в сторону, как выбраться из ловушки на свет дневного солнца и обрести веру
в дружбу, любовь и перспективу свободного движения. Боже, как много текста, как много текста. Злость окончательная. Принимаешь решение сердиться. Вплотную к этому ее смех. Удивительно, как рядом злиться, радоваться и обыкновенно. Что хочешь, то и выбираешь. То есть как будто бы все перемешалось. И нет остова, нет основы, когда бы действительность диктовала тебя правдоподобное движение, правдоподобную возможность двигаться твоим телом по пространству жизни. Как будто бы повседневность сошла сама по себе с ума и увлекла тебя в свою бездну. И кошмар сна не отличить от кошмара яви. Странно, что текст вполне этому отвечает, и удивительно, что он создан таким образом непрекращающегося потока. Это не тот поток сознания, когда ты находишься в состоянии безграничной свободы во все стороны. Но нет, когда ты из одной тревоги как-то почему-то попадаешь в лабиринт следующей печали, из одной темноты в сгусток бесконечно непробудной ночи. Нет, друзья мои, это не тот поток сознания. Это довольно твердая поступь в невозможность выжить достойным и честным образом и некому предъявить счет. И я знал, что однажды должен будет прийти день отмщения, и, возможно, только поэтому смог создавать этот текст. 13 декабря 1973 года. До Нового года остается несколько дней. Чили. Убито 15 тысяч. 35 тысяч в лагерях. Друзья, у тебя нет живого места в твоих ощущениях, а здесь приходит такая газетная новость, что есть некая страна, некая Чили, где убито 15 тысяч, будто бы ты часть человечества, и если тебя убивают, то ты можешь назначить какое-то количество как бы убитых вместе с тобой. Вот так вот переживание и состоялось. И вот этот цинизм, который создается убийством любого человека, ударом, угнетением и болью любого ребенка, любого подростка, он и делает смерть столь карнавальной, столь привлекательной и столь информационной. Представьте, убито столько, а может быть убито еще больше. Ведь сегодня тоже идет работа на войне. Мы отработали здесь, мы отработали там. Мы творим историю. Нам дают ордена. Мы заслуживаем того, чтобы наша Родина помнила о нас. Только как долго она помнит? Ведь в коммунистическом режиме, счастливом и благородном, подчеркиваю, тоже были вечные огни. Для своих вечных нужд счастья и справедливости. Только сволочи, куда вы дели эту чистоту благородного и красивого огня? Вы объявили это бедой, вы объявили это трагедией, узурпацией и тиранией для того, чтобы цветник прекрасного рынка расцвел в сегодняшней жизни. Ведь вы колотили гвоздь в гроб коммунизма, который являлся злом. Милые мои, как же чудесно вы выглядите, как же я обожаю вашу святую наивность и вашу прелесть в добродушии переделать человечество из плохого в хорошее, из подвергнутого тирании в свободное, процветающее, независимое.
как будет с вашими вечными огнями рыночного хозяйства, с вашей добродетелью, а? С отсутствием идеологии? Может быть, поразмышляем об этом? Вначале надо повытаскивать гвозди, которые вы вколотили в гроб, и вообще провести эксгумацию. Ну, давайте, это другая тема, не будем увлекаться, а вернемся к прекрасному тексту романа Вильгельма Шенрока о том, что жизнь печальна, но преодолима в желании выжить и доказать, что жизнь гораздо прекраснее и интереснее жертвоприношения и смерти. И никто не подвигнет нас к тому, чтобы мы в пламени любви к Отечеству за 2 копейки одаривали смерть своими косточками. Милые мои, прошу вас, не присылайте мне повестки. Дорогие мои, не говорите мне о том, что рынок является на сегодняшний день самой справедливой общественной формацией. Я знаю, вы в это не говорите, но тем не менее в каждом рекламном дне, в каждом великолепном посыле того, что мы свободны, я так и чувствую, как на моих крыльях прибавляются золотые перышки, которые возносят меня в небеса рая. Господи, как же хорошо жить в демократическом, просветленном, золотом веке неизменного рынка счастья. Я отвык лежать в тишине со спокойной совестью, но при первой же возможности я сбегу. Мне нужны мои ночи, дни, мысли. Я скрываю, что болен, а я болен. Я не могу ждать, у меня горит голова. Либо жить проще, либо как тебе надо. Смешивать нельзя. Нельзя включать и выключать голову. Я отдаю слишком много себя недостойным меня вещам. Для снисхождения нужна сила. Ну, смотрите, ну что за текст? Ну, бесконечный текст как бы о суетном, бесконечный текст об продвижении к экзистенции, о том, чтобы она все-таки вытащила тебя из состояния вот этого пребывания не в жизни, из пребывания не в своей как бы судьбе. Еще мгновение, и вот ты освободишься. Еще мгновение, ты ударишь ногой в дверь, она вылетит, и ты выйдешь на свободу, и все написанное окажется, какой-то, историей недостойной не то чтобы внимания, но даже какого-то комментария по поводу того, что да нет, так не бывает. Ну мало ли, кто и что понаписал, но жизнь ведь не про это. Нет, друзья мои, жизнь про это. И в те времена все это было подлинно пережито и также точно воспроизведено, как это было. И насколько позволяла техника слова и письма соответствовать течению будней, часов, мгновений. И находиться в этом состоянии было весьма непросто. И я читаю спустя 50 лет эти слова так, как будто бы они написаны мною сегодня, о том молодом человеке, которым я был когда-то. Злость окончательная, принимаешь решение, сердится, вплотную к этому ее смех. Удивительно, как рядом радоваться, и обыкновенно, что хочешь, что и выбираешь. Это мы уже читали. Про Чили мы читали. Увы, я увлекся и не перевернул страницу. Начало. Надо было приехать в Тюмень. Затем на попутной машине 35 километров до Велижан, лесом 5-6 километров. И я лежал и ничего не мог сказать. Она сидела рядом на полу. Я увидел ее шубу, и мне показалось, что шубу я люблю больше, чем ее. Я и вправду шубу, наверное, люблю больше. Шуба — это прежние дни, это как шкура от уже убитого зверя. Да, я помню, когда впервые увидел эту ее шубу, и как мне понравились леопардовые пятна этой шубы. И она была такой молодой, счастливой девчонкой, которая смеялась таким приятным каким-то, удивительным запахом великолепных духов счастья. Вот так начиналась любовь, и вот так эта шубка сейчас валялась на полу, и я не мог ничего понять, почему в ней столь много жизни. Для этого, конечно, надо читать текст подряд, но мы, к сожалению, этой возможности не имеем.
Скорпионы изобрели поцелуй и самоубийство. Да, да, невероятно, невероятно. 25 декабря до Нового года остается 5 дней, 1973 года. Нет причины плохому настроению, а оно Господи, ну что за бред? Нет причины плохому настроению. Вот так мы охраняем свою душу сердцебиением, которое уже почти израсходовало возможный ресурс. Но молодое тело чрезвычайно выносливое, потому что оно создано для того, чтобы не прекращаться в своем биении. Ну хорошо, пусть будет так. Не хочется идти на работу, указывать некую трубу, указывать, какую трубу каким цветом красить, побаиваясь, что подскажу не тот цвет. Ну, и также к Новому году рисовать муру, банки с грязной водой, непомытые кисти. Снится, выпадают зубы, полный рот выпавших зубов. Да, в те годы я помню, мне это часто снилось, что выпали все зубы, а я сжимаю рот, чтобы они не вывалились изо рта, и при этом думаю, Господи, а чем же я теперь буду жевать? Только, деснами, что ли? И как-то это даже не медицинский страх, а страх какой-то глупости, которая потеряла свою изворотливость и находчивость в том, чтобы предъявлять все большие и интересные глупости. Нет, этого уже достаточно. Сегодня выпали зубы, полный рот у тебя ненужных зубов. Завтра выпадут какие-нибудь глаза, а потом, вы меня понимаете. Романтизм. До свидания. Не надо бояться Гегеля. Ой, прям я так испугался Гегеля. Вы представляете, полное собрание сочинений Гегеля, а я читаю на немецком, на чисто немецком, и так все понимаю в Гегеле, что уже даже не боюсь его. То есть вот такой вот идиот, который испорчен вот этой непотребной жизнемассой. Понимаете? Такой виртуоз. Не надо бояться Гегеля. И это написано 28 декабря 1973 года. Нравственно, диалектика и психическая. Почему страшно быть ненормальным? Философия давно должна быть изгнана, как не имеющая общего с дождем и снегом. То есть дождь сам по себе, снег сам по себе, прикосновение одной руки к другой само по себе, поцелуй мальчика и девочки сам по себе, а какая-то мудрая философия, свирепая или радостная, сама по себе. К счастью, я это отметил легким росчерком карандаша, нарисовал к этому картинку и многое зачеркнул в этом дневнике от счастья того, что так хорошо найдена метафора. Вот такой удачный писатель, который только и думает о том, как бы изобретать словами счастливые, спасительные метафоры. 29 декабря 1973 года, 1:30 ночи. 28-го болел, не двигался. Оказывается, обо мне нелестного мнения братья-уголовники. Братья-уголовники, обо мне нелестного мнения. Как это приятно. Друзья мои, да кто вы такие, братья-уголовники? А? Мерзость и гадость, честь и достоинство. Не хочу думать об этом. Запомню, бессилие. На все нет. Разговоров ни с кем. Аргумент. В кино не ходит. Я не хожу в кино. Там показывали какое-то кино, там где-то на какую-то... А я не хожу в кино. А братья-уголовники мне говорят, а почему ты не ходишь в кино? Я немножко не понял, это про какой театр? Это театр Станиславского и Немировича Данченко, да? Да, ага. Так вот, да. Отвод. Не хочу, здесь не хочу играть в домино, карты, смотреть кино, пить водку, палить маты. Осталось 146 дней, 2 часа 30 минут ночи. Не спится.
грязь пристает. Проскрипеть слово «жизнь». Не хочу голода, не хочу жажды, не хочу боли, не хочу страха. Страх, вот так красиво выделено, страх не до, а после. И снова до. То есть, ну вот, напитался наслаждением страха. И все слова следуют уставу этого манифеста, который является, непревзойденным страхом молодости. Тебя же поселили в этой империи выживания. Ты же можешь сказать о себе: я напитался страхом, господа, и я ухожу. Страшно смотреть на петлю и лезть в нее. Априорность. Мне одиночество в кругу зверей вредно. Без 24 ложусь. Здесь рассказ горя. Качелю поливают керосином, одни взрослые, ночью другие. Не будем же мы читать все подряд. Итак, 30 декабря 1973 года, 10 минут 7-го, натюрморт малодушия. Он принес кукурузной муки и попросил испечь лепешки, которые любил в детстве. А лепешки не понравились, он ел их в голодные годы. Рассказ лепешки. Работа должна быть так быстро сделана во вдохновении, чтобы, очнувшись, не помнить ее своей, смотреть на нее как на чужую. Тогда легко определишь свое отношение к ней. Через 5 часов 40 минут. Господа, каким бы ни было время, оно остается временем. Время ли это страдания, время ли это наслаждение, взлета в любви, экстатических состояний необыкновенного, оно все равно остается времени. Итак, давайте реально представим, что до нового 1974 года, а сейчас 2024 год, 50 лет назад, да не так, до Нового года остается 5 часов 40 минут. Господи, как хорошо, что мы уже не в том времени, а в этом. А хорошо ли это? И если закольцовывать эти вопросы, вряд ли мы найдем ответа. А для этого существует поэзия, есть прекрасные поэты, работающие в направлении того, что определяет качество этого времени, как и художники, как композиторы. Поэтому разгадка этого времени в ближайшее время невозможно. К счастью, человек потому и остается человеком. И обещанное бессмертие, когда нам говорят о том, что старение – это болезнь, идиоты, старение – это мудрость, и старение – это молодость. Это не потеря качества жизни, это не дряблые морщины, это не судорожная немощь того, что уже ничего не дано. Наоборот, это взлеты, это свет, и это надежда на то, что человек всегда был человеком и останется человеком во веки веков. Поживем и увидим. Не надо опираться на сегодняшний день, когда все измазано грязью, когда нигилизм господствует, и когда многие человеческие качества просто брошены в утиль. Да здравствует прекрасный рынок, который все перерабатывает в фарш какой-то плотной чепухи, которая говорит: вы живете здесь, вы живете сейчас, и никогда у вас не будет другого времени, кроме нынешнего времени. Как замечательно, милые мои. Итак, через 5 часов 40 минут наступит 1974 год. Время тюменское. До Нового года 2 часа. Уже не 5, 2 часа. Прошло 6 часов Нового года. Был в гостях. Пьяный разговор со стороны гостей и трезвый с моей. В городке говорят о моей чокнутости. Городок – это вот эти самые вагончики, которые разбросаны по тайге. Так вот, в этом городке, представьте себе, говорят о моей чокнутости. Это тот, да? Ой, господи, идиот. Художников принято считать, если не ненормальными, то какими-то чудаками. Искусство как наука
как любая другая деятельность человека, является одной из форм познания бытия. Зачем лекция? Мне казалось, что вот если сделаешь какую-то лекцию, такую, ну, А плюс Б и так далее, то многие поймут, о чем речь. Так вот, зачем она? Играть в открытую, есть шанс и аудитория. Выходить на связь, контакт. Надо бы знать, что им ведомо. Понятие мания величия. Без 15,7. 1 января 1974 года. Ложимся спать. 74 год.